Всем привет! Сегодня продолжение распаковки посылки с 19 аудиокассетами, которые я приобрел на белорусском аукционе AUBUY. В первой серии, которую можно посмотреть по ссылке на экране, я представил зрителям 8 экземпляров южнокорейского и турецкого производства. Сегодня, чтобы не затягивать видео, слушаем записи на этих кассетах BASF Maxell TDK, изготовленных с 1980 по 2001 годы. За последние 5 месяцев, в течение которых я внимательно изучал историю аудиокассет и их производителей, сделал вывод, что при всем разнообразии моделей существует всего пятерка предприятий, которые создают и воплощают идеи модификации и дизайн кассет. Из всех вариантов, собранных на сайте C90.org, наибольшим количеством выделяются TDK и BASF. Там представлено более 250 разных моделей у каждой компании. Чуть менее у Sony до 250 и Maxell Hitachi около 220 экземпляров. Ну а все остальные бренды разным образом используют их идеи, а иногда просто копируют. Поэтому, если у вас появилась идея коллекционирования компакт-кассет, можно ограничиться лишь одним брендом, так как найти место для хранения около 200 кассет еще можно. Например, у той же модели BASF Ferro Extra 1:90 минут 1992-1993 годов может быть несколько вариантов, отличающихся несколькими деталями в дизайне. Несмотря на то, что у меня уже есть 7 вот таких кассет, экземпляра именно с таким нюансом у меня нет. Она даже не представлена на известном сайте aquabas.com. Конкретно эту кассету отличает от имеющейся у меня модели этого же 1993 года наличие красной маленькой трапеции в углу, вот на принте. Здесь она есть, здесь ее нет. Ну вообще тут принт другой. Здесь ряд разметочных точек между катушками. Цельная на всю ширину кассеты рамка под стикер снизу. Здесь она короче. Далее фактурная стрелка под окном для головки. Здесь ее нету. Потом здесь нету такой литеры стороны кассеты. Ленты в них, ну жирокорды вот такие вот прозрачные. Склейка с циферками. Ленты абсолютно одинаковые, коричневые. Конкретно у этих моделей вкладыши разные, футляры полностью одинаковые. В достаточно приличном состоянии этот футляр. На вышеозвученном сайте C90.org я нашел подобный вариант этой модели 1993 года. Но вот с таким вкладышем от модели 1992 года с отсутствующим углом и немножко другими катушками. Послушаем эту кассету, лента первого типа. Так, первая сторона, запись оркестра Поля Мориа. А с обратной стороны запись саксофониста Кенни Джи. Пожалуй, запись сохраню.
Далее один из вариантов аудиокассеты BASF LH Extra 1 на 90 минут периода 1985-1987 годов. Конкретно этот экземпляр, судя по семерке, это 4-я цифра серийного номера, изготовлена именно в 1987 году. Его отличают такие срезанные углы у наклейки и наличие теснения в виде круга, в котором пропечатана цифра двоечка или единичка, номер стороны. Наклейку пришлось хорошо тереть ластиком, она была вся исписана. Впрочем, как и вкладыш. Я разобрал эту кассету, она оснащена механизмом лентоукладки. Вот так здесь заправлена лента. Корпус черный, разборный, причем винты со второй стороны и довольно-таки широкое окно. Ярлычки для записи присутствуют. Раккорд фирменный, слегка молочный, с черными штрихами, группами по 4. В принципе, их можно выставить по одному в каждый из окон. Далее белая склеечка, ну и лента такая же, как в кассетах 1988 года. Или, как я их называю, кассеты с красными цифрами. Оценим, что записано на этой кассете. В общем, на кассете старая запись именно с винила альбома 1971 года группы Uriah Heep и дописана композиция группы UFO. Вторая сторона. Похоже, продолжение Uriah Heep. Да, так и есть. Качество записи этой кассеты меня не устраивает, и я не фанат творчества этого ансамбля. Так, пару песен можно послушать, но не более. Поэтому, скорее всего, под перезапись. Аудиокассета Maxell LN90 1980 года. Уже вторая в моей коллекции. Но на этот раз в оригинальном футляре с фактурой в виде сетки из мелких треугольников и высоким заворотом в форме трапеции на лицевой части. В последующих вариантах этой модели треугольники уже с подкассетника перебрались на корпус кассеты. Кстати, все в хорошем состоянии. Внутри вкладыш был весь исписан карандашом, но все поддалось ластику, в принципе, вместе даже с линейкой. На нем указано, что кассета изготовлена в Японии. И проиллюстрирован оригинальный раккорд этой ленты. Это неабразивный отрезок ленты для предварительной очистки головки, на котором в начале имеется синяя полоса, стрелками указано направление движения ленты, и вот здесь литерой указана сторона этой кассеты, в данном случае А. Лента первого типа имеет цвет кофе с молоком. Послушаем Maxell LN90 1980 года. Знакомый вокал. Так, первая сторона понятна, вторая. Scared of the darkness that's there in your mind. But if you smile when they mention my name, they'll never
принципе, я уже определился. На ней запись с винила альбомов 1975 года групп Pink Floyd на стороне и Alan Parsons Project на второй стороне. Поэтому, скорее всего, я ее оставлю себе. 1982 год, ТДК D90. В достаточно удовлетворительном состоянии подкассетник, оригинальный, с тиснением. Вот здесь вот в углу ТДК, изготовлено в Японии. Подкассетник полностью прозрачный, имеется множество потертостей и небольшой скол возле петли. Стопоры катушек а-ля Mercedes. У меня есть возможность сравнить эту кассету ТДК D90 с ТДК AD90, это уже 1982 года. Как вы можете оценить, футляры абсолютно одинаковые. Вкладыш сохранился лучше, он с разворотом, полностью чистый. Впрочем, как и кассета, достаточно в приличном состоянии. У нее серый вот такой с фактурой под кожу корпус. Корпус разборный, окошки пластиковые. Блокираторы записи целые, есть серийный номер. Здесь штампик. Наклейка имела надписи, но я их легко удалил. Ну и грязь тоже стер. Стандартные для ТДК с лентой первого типа красные фиксаторы ее в катушках. Раккорд слегка молочного цвета с одиночными синими полосками. И лента вот такого достаточно ржавого цвета, как у бас, очень похоже. Не деформированная, но по отрисованным дорожкам заметно, что запись часто слушали. А у ТДК AD90 лента гораздо привычного для ТДК такого темно-коричневого цвета. Напомню, что две кассеты одного года, 82-го. Слушаем эту кассету. Промотаю немного. Вторая сторона. На кассете изначально была запись с винила сборника композиций рок-групп 1970-х, начала 1980-х годов, но в настоящее время на стороне Б уже записана какая-то итальянская эстрада 80-х годов и Владимир Кузьмин тех же лет. А в конце снова роковый сборник. Уровень воспроизведения мне показался нестабильный, не то что разных композиций, даже одной песни. Это может быть связано с низким качеством самой ленты. Запись вообще низкого качества, перенасыщена высокими частотами, скорость, с которой записана эта кассета, как-то выше номинальной. Поэтому в одном из ближайших роликов я протестирую ее на запись. На очереди у меня две ТДК, в принципе очень похожие. Это ТДК Т1, Т1 1997 года выпуска. В стандартном футляре для этого бренда, как я его называю, полуслим. Слегка такой тонированный подкассетник с тиснением в углу имени бренда, ну здесь просто уже ТДК. Вкладыш у нее, два вкладыша. Один вот такой, видно запись какая здесь есть. А здесь полностью исписан. Корпус кассеты Т1 один в один самый распространенный D90 этого же года, но явно отличается вот здесь принтом. В остальном же все одинаково, пресс-форма у них одна и та же. У кассеты Т1 присутствуют блокираторы и штамп серийного номера. Сразу бросается отличие в цвете фиксаторов ленты в катушках, хотя катушки одинаковые. И такой же у нее подкассетник, один в один.
Ну и вкладыши у них изготовлены в одном дизайнерском таком стиле. Т1, Д90. Ленты у D90 и Т1 также одинаковые. Одинаковый ракорд, одинаковая белая склейка и одинаковые ленты. Абсолютно. Это первый тип. Слушаем вот эту кассету. The memory is burning our hearts forever. Have another little piece of my heart now, baby. Кассета дребезжит при перемотке. Like James Brown singing, please, please. Round two, I'm down to do what it. Let's break the dishes. My teacher's kitchen babe. Like a super trooper, beams are gonna blind me. Round, round, upside down, you turn me. You're giving love instinctively. Сторона Б. No romance for me, mama. Come on, baby, tell me. На этой кассете записан приятный сборник мелодичных композиций в исполнении различных групп. Там я прослушал досконально эту запись, вам фрагменты показал. Эту запись сохраню. Мне показалась лента в ней на целую минуту длиннее. Поэтому, ну, единственное, что кассета какая-то дребезжащая. Поэтому пока в коллекцию. Так, и на финал очень похожа на предыдущие модели кассета ТДК FE90 уже 2001 года. Подкассетник у нее тоже такой полуслим. И точно такой же. Слегка тонированный, но у меня он такой затертый очень сильно. И здесь вот с тиснением имени бренда в углу. Мне достался еще с таким сколом в углу. В этой кассете вкладыш был чистый. Корпус кассеты к 2001 году также не изменился, абсолютно такой же, разборный. Но есть особенности литья возле блокираторов записи. Сейчас покажу. Вот, обратите внимание на это различие. Здесь присутствует еще перегородка. На кассете уже наклеен один стикер, в комплекте стикеров нет. Принт золотистый, достаточно скромный, но богатый золотом. Остались четкие следы от прошлых кассетоприемников. Те же катушки, но фиксаторы ленты у нее уже черные, как у хромовой кассеты. Ракорд слегка молочного цвета, лента такая же. В приличном состоянии. Внешнее отличие этой кассеты 2001 года от кассеты 1997 года это только принт, небольшое вот отличие в этой форме литья и цветом фиксатора ленты. ТДК Ферик на 90 минут. Что у нас на второй стороне?
Так, все понятно. Я вас ознакомил с 6-м и 3-м студийными альбомами 1989 и 1982 годов Pat Metheny Group. В принципе, хорошее качество записи с заниженным уровнем в среднем до минус 4 дБ. Со второй стороны уровень лучше, практически до нуля, но это для любителей джаза. Я же поклонник блюза. Вот такие 6 кассет были на сегодняшнем обзоре. Эти 5 кассет из той же посылки оставлю уже для следующего обзора. Но вам желаю здоровья. Увидимся. Пока.